Тут все покрыто черной плесенью, ступеньки полуразрушенные все. Он же признан аварийным. Он признан 22-м. Как вам это удалось? У нас же Урал, 40 градусов мороза, все там взрываются, все батареи, все тонет, все плывет. И вот вода уже рекой бежит вот в садик. Людям говорят, слушайте, дом еще недостроен, не сдан, но вы поживите. Вот, пожалуйста, куда нас должны заселить? Вот в эти трущобы. Все прогнило от сырости. 3 этажа вот так кипяток топит. Потоп есть, а воды в вашем доме нет. Потому что мы затопили подвал детского садика. И что они сделали? Они нас отключают. Нашего дома боятся даже учителя. У Артема какие-то проблемы со здоровьем? Он на индивидуальном обучении. По этим лесенкам они боятся подниматься, потому что они рухнут. К нам приехала еще одна жительница вашего дома. Она заявляет, что страдает не только от безразличия администрации, но и от соседей. Добрый день. И опять аварийное жилье. Казалось бы, аварийное жилье. Но каждый раз новая история. Каждый раз люди выживают в этих домах. То грибы у них растут, то деревья. А эти вон детский сад затопили, из-за этого им воду отключили. А как жить? Но тут история немножко отличается от прочих. Сегодня в нашей студии Наталья Губина из Свердловской области. Наталья, здравствуйте. Здравствуйте. Что у вас там за дом такой? Ну, вы у меня вот вообще последняя прям надежда. Извините, я волнуюсь очень сильно. У нас ситуация вообще плачевная в городе. Вот с общежитиями, со старыми. А у вас город-то большой? Нет, город маленький, 28 тысяч населения. Что с домом? Дом Вы вообще с какого года в этом доме живете? 77-го я родилась там. И вы сказали слово «общежитие». То есть это было общежитие? Сначала было общежитие. Да. Давали специалистам молодым в этом доме. Вот. У меня мама как молодой специалист переехала как бы на Урал. Она с Сибири переехала на Урал. И вот ей как молодому специалисту дом хороший был, чистый, ну прекрасно были вахтеры. А дом какого года постройки? 58-го. Так он, в принципе, и не такой старый. Он, в принципе, не такой старый, если бы у него была управляющая, например, компания, вот как раньше. То есть на были вашем, коменданты. вот на вашей памяти капитального ремонта в доме не было? Нет, на моей памяти были. Это вот, 80-е годы, вот что я застала, например, в детстве, там, 90-е годы, А все вы там сказали, вообще идеально. что там жили специалисты. То есть это было ведомственное общежитие. Да, там учителя жили. Да, От какого разные. ведомства было это? Нет, это государственное, но раньше, как бы, когда специалисты, например, учителя там приезжали, у меня мама... Переселенцы, да? Переселенцы. Да, Ну да, понятно. как студенты там, вот так. Им как бы давали вот это жилье, я не знаю, как сейчас уже. Когда все стало плохо с этим домом? Сильно плохо стало, когда в 2005 году убрали комендантов, вахтеров, техничек убрали. И вот 2006 год, когда разрешили приватизацию, и все, вот оно начало разваливаться за копейки. Его, значит, покупали черные риэлторы. У алкашей, значит, они квартиры отмывали, и вот сюда их заселяли. И вот стало бомжатник стал. Вот. А половина населения, они также прописаны, там и пенсионеры живут, и малоимущие, и Ну и вы многодетные. до сих пор жили. живете в этом доме? Я до сих пор. Слушайте, обычно к нам приходят, знаете как, ой, помогите признать дом аварийным. Он же признан аварийным. Он признан 22-м. Как вам это удалось? Я начала писать с 17-го года. Потому что в 17-м году, там все было плачевно. Это, например, зима, у нас же Урал, 40 градусов мороза, все там взрываются, все батареи, все тонет, все плывет, как бы кипяток. Вообще кошмар там, что творилось вообще. Значит, написали люди уже, помогите. Область выделила деньги, значит. Я не знаю, какую сумму выделили. Смотрите, давайте так. Вот я смотрю сейчас список домов, которые признали аварийным и подлежащим сносу. И весь этот список от 20.12.22 года. Вы сами сказали, город у вас маленький. Да.
Да, вот я не знаю, о чем думала ваша администрация, когда обещала вас расселить, да еще В каком году для обещали? нашей программы в рекордные сроки. Когда вас 25-м. обещали расселить? В 25-м? 25-м. Вот смотрите, мероприятие необходимо для переселения осуществить в срок до 31.12.25 года. Но они сказали нам, что они нас переселят в первой половине 25-го года. Ну вот Это- смотрите, 25-й год еще не закончился. закончился, все-таки, Но они приняли другое постановление, верно? Да, А какое? что нас расселят уже вот в 29-м, что передвинули сроки, потому что некуда нас Давайте переселять. стандартный набор вопросов, которые мы обычно задаем в такой ситуации. Первое. Вы являетесь собственником или муниципалом? Я муниципал. Вы муниципал. Вам другого жилья не предлагали? Они предлагали вот такое же 58-го года гвардейцев 10, которые напротив Вы стоит. смотрели, ездили или нет? А я, вот оно, А прям чё? напротив меня, вот оно. Ну-ка, оно же в лучшем состоянии, чем ваше. Но оно нет? в лучшем состоянии. Они как бы тоже, область выделяла деньги в 19-м Почему году. не на переехали? Ну, потому что там такие же условия. Они вот сделали вот этот фасад, а там-то внутри-то также оставили все это. Понятно. А это тоже общежитие? Это тоже общежитие. Но оно сейчас многоквартирные дома коридорного типа. Вы еще до программы прислали нам видео о своем доме. Давайте посмотрим его сейчас. Сейчас я вам покажу, в каком наш дом находится состоянии. Все сыпется. Уже до кирпичей. Посмотрите, кирпич как держится. Вот. Все отпадывает. Тут не то, что рука. Тут голова и все тело залезет. Это все можно разобрать как пазл. Вся кладка отходит. Вот просто. Вот это окна нашего подвала, из которого лилась вода. Вода стоит примерно метр. Вот эта вся канализация, вонь невыносимая. Вместо стен тут просто картон. Везде дыры. Это мы сами запенивали. Стекол нету, мы сами заколачиваем. Какие дыры у нас в доме? Посмотрите. Залазит рука. Она не то что залазит, тут все тело залазит. Это все дыры, все отходит. Просто если я сейчас рвану, вся стена полностью рухнет. Что произошло вот с этими комнатами? Тут все покрыто просто плесенью, черной плесенью, как будто комната сгорела. А много там вообще жильцов? Ну, было раньше каждая комната 70 комнат, и все 70 комнат щас? были заняты. Сейчас нас ровно 10 человек живет. 10 человек? 5 человек живет, значит, Собственники? собственники, да, и муниципалы 5. Вот смотрите, вы с 17-го года сказали, что вы бьетесь, правильно? Да, Ведь началась с 17-го Дом года. уже в таком состоянии был, когда вы начали биться. Да, конечно. То есть ничто не мешало его в 17-м году признать аварийным, тогда же, правильно? Да, Но да, да. почему-то власти говорили о ремонте. У нас есть документ, отписка. Давайте посмотрим на него. Срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме номер 8 по улице Гвардейцев в соответствии с годом постройки 1958 год запланирован на 2021-2023 годы. Дополнительно сообщаем, по состоянию на 1 августа 2018 года на вашем доме по статье «Капитальный ремонт» начислено 545 159 рублей. Собрано 234 954 рубля, что составляет 43%. А для проведения работ требуется 95% собираемости взносов по статье «Капитальный ремонт», поэтому собственникам жилых помещений необходимо регулярно уплачивать средства по статье «Капитальный ремонт». Это при том, что они немножко забывают, что они тоже собственники. Сколько у вас приблизительно сейчас собственников муниципалов? Муниципальных, значит, ровно 5 человек, а собственникам принадлежит, они разрешили, значит, у нас приватизацию, когда разрешили, и обналичивать материнский капитал. Они у нас все тагильчане купили все комнаты. Все понятно. Собственники, да. это Теперь- Тагил. Теперь смотрите, вот эта детективная история, почему они вдруг решили, что они смогут вас расселить в 25-м году, потом передумали про 29-й, стали говорить, превращается в анекдот. Потому что вам же предлагали еще одно,
ну, пока еще недостроенное, правда, но Да. жилье, верно? Да. Это что за дом такой? Людям говорят, слушайте, дом еще не готов, ну, недостроен, не сдан. Ну, вы поживите. Меня затопило в 23-м году сильно. Ну, не то, что меня. Там у нас был всемирный потоп. Там можно... Ну, и в ковчег было, запускать. Меня топит, значит. Я попросила отключить слесарей, а у нас же нету управляющей компании. Вообще нет. Вообще нету. У нас аварийная только. А с какого года нет? Ну, наверное, с 10-11 года вообще нету. Мгм. Я попросила слесарей, побежала сама к слесарям. Я говорю, вот нас топит. Я говорю, отключите, пожалуйста, говорю, это воду перекройте. У нас общий этот кран на улице. Ну и все. Они говорят, а у нас смена закончилась. Я полчаса с работы ехала до дома, что мне соседи позвонили, что меня сильно топит. Я когда приехала, представляете, кипяток, 3 этажа вот так кипяток топит. Ну и все. Значит, я тут же записалась. Я позвонила сначала Вести Урал. Я позвонила, записалась к Слепухину, потому что меня не выключает, как сказать, слесаря, меня топит. Нет, я почему спрашивал-то? И он мне... Вот, про дом. Извините, пожалуйста. Я про дом, да. Да. И все. Я когда пришла, он мне говорит, так у нас есть дом на Кузьмина, хороший дом. Ну, он, правда, недостроенный маленько. Его Маленько строили... это как? Ну, маленько, вот Ну, он вы так нам сказал. давайте, Маленечко, вы нам маленечко. показали, что Да, это за дом маленечко такой. вот не Давайте достроили посмотрим. мы. Я просто убежден, что Да, они да. этот дом имели в виду для того, чтобы так смело, вот он мне махом, обещал. махом принять решение о расселении, а потом, ну, что-то не срослось. Ну, они же сами не строятся дома, кто-то же должен делать это. Это же не грибы, которые в ваших домах растут. Давайте посмотрим. Вот этот дом строился где-то 10-12 лет назад для детей-сирот. Он был полностью готов к проживанию. Тут были пластиковые окна, двери. Потом этот дом заморозили, потому что не было финансирования. 12 января 2024 года обещали, что летом вот этот дом полностью будет восстановлен. Предложили для жилья, для проживания, для нас. И вот нас должны были заселить. Вот, пожалуйста, куда нас должны заселить? Вот в эти трущобы. Селимся ли мы в этот дом, остается под большим вопросом. Ну, слушайте, если там внутри лес уже растет. Скажите, пожалуйста, а куда делись люди из вашего дома? Ну, Ну, вы Они просто понимаете, что неважно, сколько вас Да. там живет. Ну, как бы, если Ну, половина переселять, умирает, так вот переселять же 4 должны человека, всех. ага. Я хочу понять, сколько там людей вообще в живых остались. Может быть, съехали, где-то в других местах живут, квартиры снимают, к родственникам уехали. вот у нас будет в студии тетя Ирина Пермякова, она инвалид. Она пришлось ей по состоянию здоровья квартиру. Ну, давайте Нет, мы, вообще. давайте Ага, мы всё. за нее говорить Да. не будем, поскольку она действительно сейчас готова выйти. Давайте Ирину Васильевну позовем в студию. Здравствуйте. Заходите, пожалуйста. Ирина Васильевна, здравствуйте. 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 Вы нам скажите, пожалуйста, вы с какого года живете в этом доме? 5-й дали мне прописку, так как я. А как вы оказались в этом доме? Ну, работать пошла. И вам выделили там жилье? Да. И прописали вас? Да. Это муниципальное жилье? Ну, конечно. Ага. А вы сейчас там не живете, верно? Нет. А где вы сейчас живете? Вышла, потому что там не умыться против день, не подмыться. Я не про это. Вы там не живете, у нас квартиру-то вы платите? Да. Вот А за это. сколько? За эту 4 с чем-то уходило у меня каждый месяц. А капремонт, У меня там еще- есть статья, была у вас капремонт, с какого времени? И сколько вы платили капремонт? И проводился ли у вас капремонт? Ой, нет. Чтобы было понятно, все деньги, которые они собрали, сейчас признали аварийным, капремонт они не платят, и деньги все. Они брали с комнаты, с муниципалов, 188 рублей за 18 квадратных метров. Там графа была. 188. капремонт? Да, каждый Так, месяц. Ирина Васильевна, скажите, Да. пожалуйста, то есть съехали из-за этих жутких условий. Где живете-то сейчас? Ну, по строителей 17. Ну, в квартире снимаешь Квартире, квартиру? Да, То снимаю. есть, получается, вы арендуете квартиру, Ну да. и еще здесь 4 с лишним тысячи платите за то, что вас там нет. Конечно. А если давайте не- посмотрим, откуда вы сбежали-то. Интересно.
В этой комнате прожила 20 лет. Заехала в квартиру, сделала ремонт, обклеила потолки. Раньше этот душ был, тут мы ходили, мылись, а потом все нарушилось, все сломалось. Тут оттопили 2 раза, если не 3. Воды нет, света нет, ничего нет. Невозможно жить. До слез даже обидно. До своего угла нету. Сейчас мы живем в другом месте. Мы здесь с внучкой живем 2 года, 2,5 уже. И ванна, и туалеты, этим же пользуемся мы. Кухня в нашем распоряжении моем. Но не наша, не мое это все. Я хочу свою, чтобы внучке досталось хоть после меня хоть что-нибудь. 40 лет. Жду я эту квартиру, все обещают, тянут, кота за хвост. Ирина Васильевна, вы когда въехали-то в 2005 году, нормальные условия еще были? Конечно. Там и вахтеры были, и технички были. Мы там мы мыли, и скоблили, и что-то. Она сама была вахтером. Она много лет там вахтером, вот ей дали общежитие. Там дома- У нас идеальная там чистота была, порядок. Там вообще хорошо было. А потом все стало сыпаться. Да. Слушайте, мы поговорили с Михаилом Владимировичем Слепухиным, при этом это был содержательный разговор. Это глава администрации Кушкинского муниципального округа. Сейчас послушаем, что он нам сказал. А потом он, не знаю, чудеса героизма проявил, наверное, и говорит, а в конце программы, а давайте вот я прям с вами свяжусь по видеосвязи, и мы все вопросы решим. Так это или нет, мы узнаем чуть-чуть позже. А пока послушаем, что он говорит про ваши проблемы. Программу переселения из ветхоаварийного жилья формирует федерация. Это не наша программа, не мы ее финансируем. У нас средств, к сожалению, мы же с вами дотационный бюджет. И если нам денег дали, значит, мы работаем. Если денег не дали, мы, соответственно, решить вопрос этот не можем. Значит, сегодня у нас все документы оформлены, все поданы, программа формируется. Да какая-то есть информация, когда она появится, эта программа? Мы пока еще из министерства не получали, но предварительно готовим документы на включение в эту программу наших аварийных домов. Но подтверждения, когда и какие дома войдут в эту программу, в новую, будущую, пока нет. Предлагали еще заехать нам всем муниципалам. Вы предлагали в разрушенный дом. В позапрошлом году было принято решение о том, чтобы его передать в муниципалитет. Дом мы взяли, значит, нам дали деньги на этот дом, на достройку этого дома. Значит, мы объявляли 2 или даже 3 конкурсы, но, к сожалению, никто не взялся на достройку этого дома. Мы не нашли подрядчика, никто не заявился на конкурс. Почему же вот в итоге не достроили? Сколько там квартир было? Там был застройщик из Екатеринбурга, и он погиб. Понятно, но жилье-то, компания существует. Почему Ну, не видимо, достроили? не передали как-то... Вот бы надо у главы города узнать, а почему контракт по строительству дома, вот эта фирма, где умер владелец или, может быть, просто генеральный директор, почему не довели до логического завершения? Нет, я вообще не понимаю, как можно принимать недострой на баланс города, зная, что у тебя денег нет, и зная заведомо, что он ты не найдешь таковым стал? никого, что за эти гроши... Нет, вопрос другой, что они же, когда начали строить, был госконтракт по 44-му федеральному закону. Они заключили соглашение, обязались этот дом построить. Им Так выделяли кто-то же деньги. это соглашение должен был выполнить. Конечно. Куда делись деньги? Тут надо столько вопросов выяснить. И уже когда все выяснить, дальше бороться за вас. Ирина Васильевна, Да. а вы за сколько снимаете комнату? 7 тысяч даю. 7 тысяч. Да. А сколько у вас пенсия? Половина. То есть у вас 14 тысяч пенсия, 7 тысяч вы платите за съемную, и еще 4 тысячи вот за эту, Ну, сейчас за это уже стало реже, стало не платить. да? Да. Так все равно у вас что на жизнь-то остается? Остается слезы. Еще одна ваша соседка Татьяна Калгасиду живет, вернее, выживает в квартире с сыном-инвалидом. Давайте ее позовем сюда. Ой, кошмар, ой, кошмар. Это очень плохо. Мне очень стыдно перед своим сыном-инвалидом из-за того, что я не могу ему предоставить нормальное жилье для проживания. Дайте мне нормальное жилье.
Татьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Вы с какого года живете в этой квартире? Ну, с 12-го года. А как вы туда въехали? Ну, у меня не было нормального, жилья вообще для проживания. Как бы я была прописана там у тети где-то, все, и я попросила, чтобы мне дали жилье. Вот. Ну, что там, условия там вообще никаких для проживания. Я вот Ну, вы в 12-м году въехали, уже было все плохо? Да, А согласились, потому что негде жить было? да, совершенно негде было. Хоть крыша какая-то, хоть бы была. И у бы вас над головой. муниципальный, естественно, Муниципальная, да. Ну, я что там обои подделала, поднаклеила, побелила водоэмульсионную. Ну, косметический ремонтик сделала, дверь вставила тоже, окошечко поставила. Ну, хоть как-то что-то. А сыну сколько вашему? Ну, сейчас ему 18. На тот момент ему было 6 лет. А что когда с ним? Вы у говорите, него инвалидность у него. Инвалидность второй группы, умственная отсталость. Вы вдвоем с ним живете? Вдвоем, да, А проживаем. на что вы живете? Ну, вот пока ему инвалидность не дали, мне пришлось долго выбивать эту инвалидность. Вот пока ему не дали инвалидность, садик мне предоставили, соцзащиту. Он ходил в садик, я работала дворником. Как бы. Все. А потом вот уже когда дали инвалидность ему, и мне дали, по уходу за ребенком-инвалидом, я вынуждена была находиться с ним. Почему я не могу устроиться на нормальную работу, чтобы нормально работать? Я не могу его оставлять в таких условиях. А он где-то у вас учится? Нет, он учился в коррекционном классе на индивидуальном обучении. И выделили, соцзащиту, индивидуальное обучение, чтобы ходили учителя к нему. Но Домой? учителя, да, домой. Ну как ходить туда домой? Учителя-то, конечно, тоже То есть учителя были отказались? против. Да, отказались. И я его провожала в школу, чтобы он и встречала его со школы. Давайте Как бы. посмотрим на ту комнату, если ее можно так назвать, где вы с сыном живете и как. Вот здесь вот у нас стоял диван, я спала на нем. Вот здесь стояло кресло-кровать, сын мой спал. Но так как прогнило все, и от сырости, от всего пришлось выкинуть, а на новых денег нету. Мы вынуждены сейчас спать на полу. Вот стелим одеяло. Вот так вот мы берем курточки сначала, чтобы помягче как бы было. Подушки и простынку стелим. Сверху вот одеялко. Я вот тут рядышком. Вот так вот приходится и спать. Вот пледиком укрываемся. Вот так вот ложусь. И вот так и спим. Так и живем. Тяжело, конечно. А приходится. Куда нам деваться-то? Нам некуда деться. 5 муниципальных квартир, которые не могут переселить. Ну, позорище, позорище. Я думаю, что изначально прокуратура после выхода программы должна обратить внимание, прокуратура, Следственный комитет, именно на эту ситуацию. Я думаю, что про переселение вот этих несуществующих душ, которые являются собственниками 70-80% в этом доме, администрация однозначно тоже знает. Они все знают, они все покрывают, глаза закрывают. А бедные жители с детьми, с инвалидами, женщина, господи, у меня прям сердце кровью обливается. Вот вы со своим ребенком спите, я думаю, после этой программы кто-то из меценатов в любом случае вам поможет. Скажите мне, а вам-то предлагали маневренный фонд или нет? Ну как, они всем предлагали. Когда пришли, собрание Вот это собрали. общежитие напротив, которые, да? Да, это собрание собрали, все пришли, вот эти представители там жилищного отдела, тоже там с прокуратуры, там еще откуда-то. Мы даже их и не знаем, они так поморщились, что ой, что куда мы зашли, пошлите на улицу. Даже тут невозможно стоять. Так мы говорим, постойте, посмотрите, подышите вот этим всем, чем мы дышим. И все, ну вот говорили, что вот, пожалуйста, же сейчас же отремонтировали же вот эту 10-ю-то общежитие-то как бы напротив-то. Давайте типа туда как бы. Ну, мы видели, что они только Отремонтировали что они только стенки. снаружи. Да, Они или, снаружи. или на Краски Луначарского покрасили. 8. На Луначарского 8 там точно такая же ситуация. Мы тоже туда ходили, смотрели. Там ни окон, ничего вообще нету.
Батареи тоже уже Нет, все они могли сняты, только... разбиты. У нас 19-18 квадратов метров. там 12. А там 12. Они не имеют права тоже Они как бы нас меньшую переселить. площадь нам Да. еще хотели даже дать, как бы. Понятно. Скажите вот что. Мы сейчас вот как сделаем. Просто к нам приехала еще одна жительница вашего дома, которая тоже говорит, что учителя из школы к ней ходить отказываются. Да. Давайте ее позовем. Действительно, нашего дома боятся даже учителя. Не то, что мы. Они идут, учителя. А вы как давно в этом доме? 2005-го. А детей сколько у вас? Было 4 на тот момент, когда мы заехали. 2 сейчас выросли, убежали оттуда. Даже не заходят. Так, а кто с вами живет? Младший Артем, которого я зову. А Савелий где? А Савелий учится в училище и в общежитии. И с проживанием проживает. там, понятно. То есть Артем живет с вами? Да. У Артема какие-то проблемы со здоровьем? Ну, он учится на индивидуальном обучении. Так, и учителя ходят к вам? Нет, 2 года ходили к дочери, пока у нее еще ни детей своих, ничего не было. Они туда ходили. Он приходил, они там занимались. А сейчас у нее семья, тоже 4 детей у нее. То есть ваш сын ходил к своей сестре? Да, учиться. И учителя приходили Да. домой к сестре? Да. А сейчас то, что у нее семья стала большая, негде Конечно. там заниматься? Да, и я А в ваш настоял. дом они не ходят? Нет, нет, нет. Давайте посмотрим, куда они отказываются ходить. Эту комнату мне дали в 2005 году как маневренный фонд. Тогда у меня был ребенок под опекой, потом я своих уже родила, и вот мы здесь и учились. Не было условий, вообще не было условий. В горсовет ходили, и в опеку ходили, и все обещают переселить. Дети уже выросли. И остался Артем только вот, которому 15 лет. Он на индивидуальном обучении, и не могут зайти учителя. Учителя не стали ходить из-за вот этого бедлама. По этим лесенкам они боятся подниматься, потому что они рухнут. Я хочу отсюда выехать. Хочу нормальное жилье. С бомжатника хочу съехать. Но вам тоже предлагали, да, с шила на мыло поменять. Конечно. Хорошо. Я хочу позвать сюда тоже соседку вашу, Любовь Александровну Мацневу. Она заявляет, что страдает не только от безразличия администрации, но и от соседей. Вы же сами сказали, что у вас там маргиналов хватает. Да. Да, давайте Любовь Александровну позовем. Здравствуйте. Здравствуйте, студия Александра Юля. Я вот пришла, живу в страхе. У меня потолок обрушился. На вас. Ну, нет, на меня, слава богу, нет. Садитесь, А вы садитесь, не стойте. Когда у вас потолок обрушился? Что Так, случилось? Вот про все про это же, конец 23-го года, когда потоп случился. Так. Нас затопили, Наташу, меня. Вода бежала ручьями по обоям, по стенам. Ну и, значит, у нас там комната, женщина съехала. На тот момент ваш дом уже был признан как год аварийным, да? Да. Ага, Да. понятно. Жила женщина, она купила квартиру, а ключи нам оставила как бы, ну, чтобы следили, там мало ли батарея побежит или что. И вот в этой комнате у нее там поспать где есть, диван был. Ее-то не топило, и я пошла туда. Как я буду? Комната все бежит кругом. Где? То есть вы в значит, соседской комнате? в соседней, да, она пустая. Хорошо. она. А вы нам рассказали до программы, что был какой-то такой специальный аферист, который скупал за гроши у алкашей Да. комнаты в этом доме и потом продавал желающим обналичить материнский капитал. Обналичивал, я не знаю, сколько уж им там он обналичивал денег. Общага. Но тагильчанам, главное, Кушинского ни одного нет. А что это за аферист такой? Это Горинов Вячеслав, я не знаю по отчеству. Он но- сейчас сидит, ему 1,8 дали. Да, За он что? отбывает наказание. За Вот что это он вот мошенничество. из-за это мошенничество 1,8 ему дали. Вот в этом Всего году. 1,8. Месяц назад, наверное, 2 месяца, да, ему Да. это Так посадили он не его? только весь город, вот кому надо квартиру купить, обращаться. Вот мне вот двушку там, однушку надо. Он им предлагает варианты. И вся купля-продажа через него. Только через него. Так не купишь.
не оформишь сделку. У нас мужчине дали, например, новый дом построили, и дали мужчине, значит, ну, он такой, ну, алкоголик. Ему дали двухкомнатную квартиру, как по ветхому жилью. Этот уже прочухал, что есть такой алкоголик. Он ему дал 100 тысяч в нашу общагу. Без Спирта миллион, чтобы тот спился и помер. А тот еле-еле ходит. В общаге. Да, и вот до сих пор. Все, он ему пустую комнату дал там. 100 То есть тысяч. это ваши соседи, правильно же, Любовь Без прописки Александровна? с нами. на Это первом- наши вот такие Да. соседи. Целый год. Вообще мучились. Там собаки. Там Не вы страшно? Так страшно было, а что делать? Куда идти? У меня Давайте пенсия. посмотрим на вашу комнату после этого Давайте. обрушения-то. В 23-м году у нас случилось такое несчастье. Прорвала батарея отопления на 3-м этаже. И вот эта вся вода через 2-й этаж к нам пролилась. Был потоп, все стены мокрые. Вот это вот следы прямо ручьем. Вот это вот все бежало. Тут все упало. Намокло все. Вот эти вот плиты тоже все. Долго-долго капало. Неделю, наверное, все, вода. И вот боюсь, что сейчас на меня рухнет, я сплю. Не сегодня, завтра меня тут прибьет на постели. А делать какой-то ремонт бесполезно я сама не смогу, а людей нанимать, это же деньги. В нормальных условиях хочется, конечно. Вот переживаю днями, не есть ничего не хочу вообще. Потому что, конечно, жизнь полна парадоксов, потому что вот потоп есть, а воды в вашем доме нет. Да. А это как? 2 недели. А почему воду-то отключили? А потому что мы... Ну, скажи. Ага, потому Расскажи. что мы садик сильно топили. У нас вот как наш дом стоит, вот так садик стоит. Ну, там, может, 5-10 метров это садик, территория. Да, на нашей территории стоит садик. И подвал-то был перетоплен. Канализации-то нету, все напрямую мы смываем, а все идет в подвал. Да, Да, канализации водоотведения нету, мы нет. первый этаж. А из подвала, как мы знаем, если уровень повышается, Да, она да, да. переходит... в Куда ей общем, в воде-то идти? Ей вообще Подождите, некуда это идти. все полилось в детский Это сад? все в детский садик, и мы затопили подвал детского садика. И что они сделали? Они нас отключают периодически, вот так вот, слесаря Нет, приходят. периодически вообще перекрыли Да, воду. И а вот в нигде этот раз, недели что мы нету воды. очень сильно затопили, очень сильно, и все нас на 2 недели. Ну, не то, что на 2 недели, это благодаря только вашей передаче. И по сие Потому время что нет. передача приехала, и И все. сегодня они там что-то А так бы они ничего не сделали. Вы Вот сейчас знаете, вот начали для того, копать. чтобы они там копались, надо было понять, кто это они. Вот давайте посмотрим, как мы побегали по организациям. Они приходят сюда почему-то, потому что мы здесь самая крупная управляющая компания. Они почему-то считают, что значит мы должны знать ответы на их вопросы. Но мы не занимаемся. Мне глава города сказал, что Энергогаз НТ Вот, с ними связываться. по обслуживанию домов сюда обращаться. По гвардейцев 8. Это вообще не там. Но вот отправляют сюда. Это в контору. К ним нужно обращаться. Да. А они нас сюда отправили. Зачем? Не, с ума сошли. У нас же только вот эта часть. А там их часть. Ну, так вот. Так вы посмотри, в каких условиях они сами. У них двери все разваливаются там. О чем говорить? Управляющая компания. Да. Врачу исцелись и сам, это называется. Вот мне вы сейчас говорите, что постоянно затапливает, слив не работает. А почему, собственно, все это не работает? И, насколько я понимаю, в соответствии с требованиями законодательства, если не избирается управляющая компания, а полномочия осуществляет местный муниципалитет, насколько я это понимаю. Соответственно, здесь и вопрос к ним, как они эти полномочия осуществляют. Конечно, это было бы анекдотом, если бы не было так грустно, глядя на вас и на вашей жизни. Михаил Владимирович, это ваш глава. Да. Липухин? Да, пообещал выйти с нами на связь, как я уже анонсировал. И вот мы бы долго ждали этой связи. В последний момент человек изменил решение. И не просто изменил решение, а я так понимаю, что все его подопечные, кто должен заниматься вами, расселением и так далее, они нас просто испугались. Он нам честно об этом сказал. Он честнейший человек. Давайте послушаем. Все боятся с вами говорить. Ой, страшно им.
специалисты, говорю, у нас остались там молодые девчонки, они категорически против. Все боятся, все переживают, все, значит, волнуются. Тем более Следственный комитет возбудил уголовное дело. То управляющая компания сразу же, значит, нашла возможности приобрести материалы и сегодня приступает к работе по восстановлению водоснабжения. Михаил Владимирович, давайте, может быть, вы выйдете с нами на видеосвязь? Я сейчас переговорю со своими технически, это возможно нет. Сегодня у нас заседание правительства, поэтому попаду я в графике, смогу, участвовать не смогу, не знаю даже. Я с вами согласен совершенно, что надо с людьми разговаривать, людям надо объяснять. Прятаться вот не собираюсь абсолютно. Дайте мне время, час буквально, и через час мы еще раз свяжемся. С 17-го года я к нему хожу, и он не обращается. А сколько лет он уже у вас? С 13-го года он. С 13-го И вот года? тот самый случай, когда уже, Михаил Владимирович, не скажешь, это до меня было. А это не я был. засиделся? Это до меня было. А это не при нем. засиделся ли Михаил Владимирович на своем стуле? Видимо, засиделся. Вот судя по сюжету, который мы видели, ваша администрация лживая, и они стыдливо боятся. Только приехали редакторы, только показали, что Первый канал, начались работы по восстановлению водоотведения. Может быть, после выхода программы и квартиры все-таки вам выделят. А если не выделят, ну давайте тогда совместно работать. Давайте писать в прокуратуру, в Следственный комитет, Народный фронт. Вы поможете? Да, Юль, помогу. Возьму на контроль, давайте будем. Слушайте, а я же правильно понимаю, что у вас подвал не просто водой затоплен, это же канализация? Канализация. Да. То есть это, уж простите за такое выражение, это же вонь жуткая. Вонь жуткая. А как в этом жить-то можно? Так и не только так. Там не только жутчайшая вонь, там у нас клопы, тараканы, блохи. А раньше было, когда у вас было общежитие при заводе, или как там? Раньше Нет, было не такое? было. Не-не-не, все чистота, порядок. Мы там белье сушили в подвале. А сейчас почему? После того, как передали в собственность, правильно? Приватизировали. Собственность. Вот когда разрешили приватизировать 2006 год, все, там все развалилось. Когда хозяин был, а сейчас Да. нету. У вас не было ни совета дома, на собрании вы не собирались, всем было абсолютно все равно. Все равно. Сколько у вас процентов соотношения муниципальных квартир и вашей собственности, собственности? Обещали только. Нет, что, сколько Вот сколько у вас, муниципалов? допустим, там у вас 50% собственники, 50% муниципальных квартир? Нет, у нас меньше, у нас 70%, он говорит, это собственники. Собственность, 70%. Собственность, да. Собственность. Вот я вам говорю, что ответственность ваша 30% Да. муниципалитет, Да, 70% собственники. Собственники-то все в Нижнем Тагиле живут. Где их искать-то, мы В даже не том-то и знаем. дело, что они липовые собственники. Да, Липовые, мы их не знаем. да. Это вопрос к прокуратуре уже. Но них Я когда к нему попала на прием, он как мне сказал, говорит, собирайте собственников, пускай они делают свое ТСЖ. А где их собрать? Я говорю, а что я в Тагил поеду? Вы знаете, Наташ, вы просто герой нашего времени, правда. Спасибо вам за то, что вы, за вашу активность. Я хочу посоветовать, вы знаете, наверное, вам нужно было раньше писать на федеральный канал, приезжать сюда намного раньше, потому что ничего, то, что я увидела, это просто нечеловеческое, не укладывается, нет, логики в этом нет совершенно. Делайте все раньше, пишите сюда раньше. Если бы они вовремя, в 17 году, в 18, когда вы обращались, тогда признали дома аварийными, они попали бы в программу. Ну да, задержали бы, но все равно бы расселили. Но у них была бы хреновая статистика, потому что в соседнем районе под расселение всего-навсего 2 дома, а у вас 12. И деньги надо просить на 12. А просить деньги, значит, тебе по голове дадут. Ты что, с ума сошел? Поэтому они боятся рапортовать просто.